Да вы на него посмотрите, у него кроме женщин на уме ничего нет. Сестра Наполеона, Полина, его любовница якобы, сует свой нос туда, куда не надо. Что там интересного и полезного может быть для России, для русской армии. Разведка, конечно, в то время уже была. Украл 2 образца новых ружейных замков системы «Липаж», а также секрет последней версии пороха. Это еще мое любимое оружие из нашей коллекции. По сути, это рыцарский меч. Разрешил офицерам носить усы. До этого, как мы знаем, ношение усов в армии было разрешено только легкой кавалерии, гусарам, уланам. Потом, когда его назначит Александр руководителем комитета Донского войска, казачество станет из бунтарской силы, вечной проблемы, опорой трона. Ох, какие гадости писал о нем, например, Денис Давыдов. Ну, такой же партизан, как он. Добрый день, дорогие любители русской истории, дорогие телезрители, подписчики. Сегодня очередная наша встреча из цикла рассказов из русской истории XIX века. И герой нашего рассказа особенно необычен. У нас все герои необычные. Все люди в разной степени выдающиеся, талантливые, оставившие большой след в истории нашего Отечества. Но все они великие по-разному. Кому-то больше везло при жизни, а у кого-то, как у Лермонтова, например, больше было посмертной славы. Герой нашего сегодняшнего рассказа достиг при жизни, казалось бы, всего, чего только может достигнуть карьерный офицер, чиновник, государственный деятель, политик. По сути, был на самой вершине политического Олимпа середины XIX века. Но сегодня мы о нем либо вообще ничего не знаем, либо знаем какой-то странный фрагментарный негатив. Давайте по порядку. Герой нашего сегодняшнего рассказа – Александр Чернышов. Выйдем сегодня на улицу, спросим, кто такой Александр Чернышов. Будем откровенны, если один человек из 200 ответит, это будет еще хорошо. А подчеркну еще раз, 1,5 века назад это один из первых лиц в иерархии российской власти, один из самых великих государственных деятелей Российской империи, причем при 2 императорах со сложными характерами, противоречивых и при Александре I, и при Николае I. Чем Чернышов отметился в своей посмертной историографии. Причем как либеральной конца XIX века, так и советской. Во-первых, борец с декабристами. Активный член Следственной комиссии. Не только злой следователь, палач. Именно Чернышов якобы командует казнью декабристов в Петропавловской крепости. И именно он, вопреки старинной традиции, приказывает повторно повесить 3 сорвавшихся с виселицы. Веревки надорвались, надо бы отпустить, но нет. Там был добрый следователь Бенкендорф и злой Чернышов. Злой Чернышов, который, как вспоминала Мария Волконская, горцевал вокруг виселицы на дорогом скакуне и посмеивался, накручивая усы. Вешайте, вешайте. Мало того, что палач, еще и подлец. Дадим слово признанному авторитету Льву Николаевичу Толстому, Хаджи Мурат. Император его терпел, считая пока незаменимым. Но зная его старания погубить в процессе декабристов Захара Чернышова и попытку завладеть его состоянием, считал большим подлецом. Прямая ссылка на то, что, будучи одним из руководителей следствия по делу декабристов, Чернышов пытался приговорить к смерти своего дальнего родственника Захара Чернышова, единственного наследника громадного состояния, боковой ветви Чернышовых, и тем самым завладеть его наследством. Приспособленец, карьерист, абсолютно беспринципный, как пишут многие историки, и даже выдающиеся, как Евгений Тарля, в фаворе у Александра, в фаворе у Николая и даже был в фаворе у Наполеона какое-то время. И вот так вот, под всех подстраиваясь, дослужился до военного министра, как Барклай, пробыв им более 20 лет. Возведен в княжеское достоинство Российской империи с титулом светлости, то есть не просто князь, а светлейший князь. У нас таких в истории империи было менее 40. Вот Чернышов был в первой 20-ке, так же, как Кутузов, Потемкин,
и прочее. Светлейший князь. Во французской, например, традиции светлейший князь – это так и переводилось, как принц крови, член семьи. Далее председатель военного совета империи, председатель комитета министров. Ну и, наконец, вторая должность в империи – председатель Государственного совета, высшего законосовещательного органа при императоре. Вот все должности при себе Чернышов собрал, поэтому правы многие историки, которые говорили, что все в империи решают двое – Николай да Чернышов. Что полезного он сделал на посту военного министра? Тут каждый, знающий историю по Яндекс.Дзену, сразу вам ответит, как что. Главная реформа Чернышова разрешил офицерам носить усы. Видите, он такой с усами в молодости, симпатичный. Самому нравились усы, и он всем разрешил. До этого, как мы знаем, ношение усов в армии было разрешено только легкой кавалерии, гусарам, уланам. Не верьте фильму «Союз спасения». Фильм прекрасный, но там у всех героев почти усы у офицеров. Такого быть не могло. Собственно, все. Ну и, наконец, последний гвоздь, гроб репутации Александра Чернышова забил наш прекрасный писатель Лесков. Читаем «Левшу». Левша пытался достучаться до императора, мол, англичане ружья кирпичом не чистят. Помним, да? Англичан уже оружие нарезное, а у нас по-прежнему гладкоствольное. И говорил при смерти, уже умирая, доктору: доведите до государя-императора. А доктор попробовал довести, но дошел только до военного министра Чернышова. И что ему ответил Чернышов? Знай свое рвотное да слабительное, а не в свое дело не мешайся. А доведи он Левшины слова в свое время до государя, так в Крыму на войне совсем другой был бы оборот. Что тут сказать? Профнепригодный министр из-за косного взгляда, которого плохо вооруженная русская армия ружьями образца, как пишет Г. Кратишвили, в 1807 года, естественно, не имела никаких шансов против, мало того, что руководимой прогрессивной буржуазно-либеральной идеей, так еще и вооруженной новейшими образцами европейской армии, англо-французско-сардинской. Поэтому потерпела поражение. Ну и в конце, как приговор, большая советская энциклопедия, открываем кавычки. Чернышов. Сторонник палочной дисциплины, устаревшей линейной тактики, явился одним из главных виновников поражения русской армии в Крымской войне. Все. Давайте представим себе такую картину в Питере. Большая морская, дом 10, знаменитый дом питерский. Дом знаменитый чем? Это дом пиковой дамы. В нем жила княгиня Голицына, которая дожила почти до 100 лет. Влиятельная была дама в питерском обществе, всех молодых невест, девушек, прежде чем допускать до приличного общества, до бала, до собрания, приводили ей на смотрины, она смотрела, да, можно представлять ее в высший свет. Вот эта пиковая дама, старуха, ставшая прообразом, она жила в этом доме. Она урожденная Чернышова, тоже дальняя родственница. После смерти ее в этом доме жил наш герой Александр Чернышов. Николай I, вот такая противоречивая фигура, хотя он и считал Чернышова, если верить Толстому, большим подлецом, и терпел его из последних сил. Терпел его очень долго, десятилетиями. Наградил всеми возможными орденами и титулами. Он, когда Чернышов на пике своего аппаратного могущества после 10-й просьбы таки получил отставку, просто выкупил этот дом в казну и взял его на полное, как бы сейчас сказали, госсодержание. Бывшие президенты пользуются такой привилегией до смерти. Они находятся как на госсодержании. Такое частичное госсодержание было предоставлено Чернышову. Министерство финансов должно было оплачивать все счета по этому дому не только при жизни Чернышова, но и после его смерти до тех пор, пока этот дом будет в собственности потомков Чернышова. Светлейший князь Чернышов, экс-военный министр, председатель Госсовета, председатель комитета министров, сидел в кресле, представим себе, той самой княгини Голицыной, пиковой дамы, вспоминал молодость. Давайте себе представим, о чем он мог думать.
откуда вообще повелись Чернышовы. Это московская семья, род дворянский старинный. Он мог вспоминать соседний район, старую Басманную. Сейчас мало чем примечательный район на самом деле. Шум, пробки, гам. А тогда это речки, озера неподалеку, сады. Там были богатые поместья. Не такие богатые, как на Никитской, конечно, следующий уровень, но не бедные люди там жили. Пушкина, там сейчас музей Василия Пушкина, дяди Пушкина, знаменитый художник Рокотов, знаменитая фамилия Куракиных владела там поместьями. Там же родился и Чернышов, и вырос там. Куракины, кстати, родственники Чернышовых. Отец Чернышова, не граф, без титулов, представлял младшую ветвь этого рода. У самого достоверно известного предка Чернышовых времен, по-моему, Ивана Грозного было 3 сына. От них пошло 3 ветви Чернышовых. Наиболее известен Захар Чернышов, фельдмаршал, который брал Берлин во время Семилетней войны. Наш Чернышов из другой, младшей ветви, менее знатный. Но, тем не менее, отец дослужился до генерала и костромского наместника, губернатора, выражаясь современным языком. Это дворянство шпаги. Весь израненный, умер в довольно раннем возрасте по современным меркам. Сыну 3 годика всего было. Мама была фрейлина Екатерина, в девичестве Ланская, сестра того самого Ланского, который искренне любимый фаворит Екатерины. И он, кстати, к Екатерине хорошо относился. Ничего особо не просил. Редкий пример, фаворит был не жадный. Когда он умер неожиданно от какой-то инфекционной болезни в совсем молодом возрасте, Екатерина неделю рыдала, была безутешна. И сейчас, если вы поедете в Царское село, то увидите Царскосельский дворец знаменитый, где янтарная комната. Он стоит такой вот буквой «П». Екатерина жила не в парадных залах, куда водят туристов. Вот эта часть сейчас реставрируется. Это покои императрицы, более скромные. И окна на садик. И вот там прямо напротив ее окон была могила, надгробный камень Ланского. То есть она из своей спальни, из кабинета смотрела на место захоронения своего любимца. Камень сохранился. Ни дорожки, все заросло, подойти к нему нельзя. Но видно со стороны. Обратите внимание. Через маму Ланскую уже вошел прочно Чернышов. Круг связей тесных, родственных, семейных, статусных связей. Естественно, сразу записан по рождению в гвардию, как положено. Живет при этом в Москве, домашнее образование. Учится хорошо, как всегда, иностранные языки, танцы, фехтование, все как положено. Вот учит его французский аббат, то есть тех французов, которые бежали от революции, от ужасов этих в России, подрабатывали здесь. И вот, наверное, самое яркое детское воспоминание юношеское Чернышова, ему лет 15, приезжает в дворец к его родственнику Куракину сам император Александр I, тоже молодой, 25-26, наверное. Приезжает на коронацию в Москву. Короновались в Москве императоры по традиции. И в дворце князя Куракина бал, прием. И наш шустрый Чернышов как-то оказался рядом с императором. Как-то завел с ним разговор. Видимо, умел разговаривать. Не стеснялся, не робел. О чем он мог расспрашивать император 25-летний? Молодого тинейджера Чернышова, рослого, симпатичного. О девушках. А это кто? А это что за московские дамы такие? Он все подробно про всех рассказал. Понравился императору. Тот ему говорит, ну давай, говорит, ко мне. Как бы сейчас сказали в администрацию президента, давай. Камер пажом. Он говорит, а вот можно я хотел бы по военной службе? Ну, давай, говорит. Чернышов учился потом в пажеском корпусе какое-то время. Недолго совсем. Самое элитное учебное заведение. И потом, опять же, пошел после пажеского корпуса не на придворную службу к императору, который его примечал уже, а попросился в армию, в кавалергарды. Полк кавалергардов. Давайте тут сразу чуть отвлечемся. Кавалергарда век недолг, как мы помним. Вот настоящий, сейчас бы сказали, китель, калет, парадный, подлинный, 200 лет. Ну, парадный, в белом в бою не участвовали. Кавалергарда – это кто? Кавалер, понятно, всадник, гард, охрана. То есть это специальное воинское подразделение, полк,
впоследствии, который был учрежден Павлом I, охранять императора, двор, дворец в столице. Самое элитное, наверное, воинское подразделение в Российской империи вплоть до своего расформирования во второй половине XIX века. Брали дворян и в офицеры, и в нижние чины. Причем не просто дворян, а дворян с родословной, с историей. Тогда ведь не было так, что захотел командир полка, ну вот давай тебя. Нет. Офицерское собрание беседует, расспрашивает, изучает биографию. Никаких гарантий, что офицерское собрание согласится взять в свой круг нового молодого офицера, который чем-то не нравится, нет. Мало иметь безупречную репутацию, хорошие оценки по окончании военного училища, блестящий аттестат. Надо иметь историю. Причем офицерское собрание может отказать по любому поводу. Есть известный пример, когда одному блестящему выпускнику военного училища из старинной фамилии отказало офицерское собрание, потому что во время обучения в офицерской школе он участвовал в театральных постановках. Несолидно офицеру, дворянину лицедействовать. Ну, по крайней мере, не для полка кавалергардов. Отказали. Полк боевой. Первый бой принял, это был первый крупный бой Чернышова, Аустерлиц. Сразу боевое крещение. Та самая описанная в «Войне и мире» прославленная атака, на самом деле их было несколько атак, в конном строю кавалергардов, когда они, пытаясь спасти нашу отступающую расстроенную пехоту, вопреки нормам и правилам, конные атаки были прописаны очень четко по уставу. Что, как, в каком порядке. Обычно атаковали сомкнутыми рядами, лошадь одна к другой стоит. Сначала медленно, потом они разгоняются, а потом уже в карьер, на скорости. Это тяжелая кавалерия, то есть это кирасиры. Они в кирасах кавалергарда, они вот в таких вот касках, тоже подлинная каска тяжелой кавалерии, нижних чинов офицеров не такие были. Это не металл, а очень плотная кожа, металлический налобник с Андреем Первозванным, как у фуражки ремешок застегивается, латунный. Очень интересная вот эта сверху такая грива, это натуральный конский волос. Ну, считается, что при ударе саблей сверху это какая-то защита. Не думаю, что это особая защита, хотя ребро жесткости есть. Немного защищает, если там вдруг по голове скользнет. Красота просто. Дань моды того времени, античность. Похоже на древнегреческие вот эти все старинные античные шлемы спартанцев. Мы не знаем, как точно они у спартанцев на самом деле выглядели, но в кино, если вы посмотрите про 300 спартанцев, вот примерно вот так. Поэтому я думаю, что те, кто проектировал такого рода каски, даже Николай I наш приложился к этому делу, он тоже рисовал хорошо и был любитель разрабатывать разные элементы военной формы, они вдохновлялись античной историей. Вот в таких красивых касках, представьте себе, кавалергарды под Аустерлицем, это вся элита, это весь свет столичной молодежи. Вот с такими плашами, именно с такими. Это еще мое любимое оружие из нашей коллекции. Страшная вещь. Не страшно? Попробуйте. Значит, история такая. Это, видите, это палаш. Он прямой. По сути, это рыцарский меч. Такими палашами была вооружена... Держите, только очень аккуратно. Такими палашами была вооружена французская тяжелая кавалерия, французские кирасиры. Мы после наполеоновских войн очень много таких палашей получили. Брали в плен, захватывали обозы. И потом они все поступили, эти палаши, не пропадать же, в наши полки тяжелой кавалерии, которых, собственно, было 3. Значит, кавалергардские, лейб-гвардии конный, тоже соперничал с ним в знатности. Жуткая вещь, да? Тяжелая такая, не театральная рапира. Лейб-гвардии конный полк и лейб-гвардии драгунский. Они все были вот с такими касками, с такими палашами. Калеты были разные. Плюс к этому у каждого кавалериста обязательно 2 пистолета заряженных. Вот они, это тоже подлинный пистолет. Образец 1809 года. То есть в войну 812 был именно этот. Большими партиями начали выпускать позже, но были в заграничных походах точно. Весит 1,5 килограмма, заряжается круглой свинцовой пулей. Стреляет недалеко и не точно, но это все-таки лучше, чем рукопашный, согласитесь. 2 пистолета, заряженных всегда около седла в специальных таких кобурах у кавалериста. Приближаясь, он выхватывает и стреляет по строю. Если успеет, конечно.
У многих кавалеристов были еще ружья разных образцов, штуцеры, нарезные, к слову сказать, карабины. Не все кавалеристы, но многие были ими вооружены. Все это было прописано. Кто стреляет, в каком порядке, в каких случаях. Такие атаки с сомкнутым строем – это очень тяжелая история. И вот в такую атаку попадает Александр Чернышов. У нас по легендам там погибли все. Это, конечно, не так. Как и в случае с атакой легкой кавалерии потом в Крымскую войну английской. Очень похожая история. Один в один. Только англичане сделали из этой атаки великий эпос английский, прославляющий храбрость и жертвенность британских аристократов, которые самый дурацкий приказ выполняют, не жалея жизни, с максимальной храбростью. А у нас атака кавалергардов под Аустерлицем – это образец, естественно, русского раздолбайства, бессмысленности и беспощадности кровавой резни. Хотя сделали не все то же самое. Погибло кавалергардов и попало в плен немало, примерно 1/5 часть от участников этой атаки, но не половина и даже не треть. Это очень много, с учетом того, что, опять же, это отборные части. Чернышеву повезло. Чернышев даже не ранен. Одна атака, вторая, потом его командир, шеф полка, будущий герой 812 года, Уваров, посылает с донесением к императору. Император узнает Чернышева, отправляет его обратно с какими-то донесениями, а потом приказывает вернуться, остаться при нем, при штабе. Затем начинается самая интересная часть его карьеры военной. Он еще участвует много раз в боевых действиях. За Аустерлиц Чернышев получает орден святого Владимира IV степени. Это, кстати, о многом говорит, потому что по статуту такой орден давался, начиная с полковника. Чернышев, по-моему, поручик, наверное, что-то около этого. Затем Фридланд. Поражение нашей армии. Армия, расстроенная, отступает под натиском наполеоновских войск. Чернышев помогает найти переправу под жутким картечным огнем, находит переправу, спасает солдат, выводит их из-под удара, получает уже за это высший военный орден Георгия IV степени за Фридланд. Георгий чем отличался от других орденов, помним? У него примерно такой же был статут, как и сейчас у звезды Героя России. Носить всегда, не снимая, независимо в какой ты форме находишься, прямо по статуту Георгия, сей орден никогда не снимать. Ну, а далее самое интересное. Чернышев оказывается в роли личного курьера дипломатического почтальона Александра I, потому что Александр I посылает Чернышева с личным письмом к Наполеону после Тильзита. Непродолжительный период, когда мы союзники с Францией. Кстати, по поводу Тильзита очень много в исторической литературе мифов. Я хочу сразу сказать свое отношение. У нас рассматривается, что Тильзит – это мир был позорный. Александр все, что мог Наполеону, слил. Тайная дипломатия. Хуже только пакт Молотова-Риббентропа, короче. Совершенно не так. Александр оказался очень хитрым дипломатом. По большому счету, он почти ничего Наполеону не уступил и даже приобрел, получил возможность занять дополнительные территории. Мир был выгодный для Российской империи, потому что без потерь мы получили большую передышку для подготовки к возможному будущему противостоянию с Францией. Там была экономическая сложность участия в континентальной блокаде Англии, но мы-то и участвовали неактивно, всячески этого избегали. Что писал военный историк генерал Михайловский-Данилевский? Кавычки. Расторопность, острота ума, приятная наружность сделали Чернышева известным государю, который начал употреблять его для дипломатических посылок в разные земли. На посылках он гоняет Чернышева к Наполеону. При этом Чернышеву всего 22 года. Наполеон, приняв Чернышева, вместе с русским послом Куракиным, тем самым Куракиным, его дальним родственником, долго расспрашивает. Сначала спрашивает Чернышева, что вы такой молодой человек, а у вас 2 боевых ордена на груди. А за что? Аустерлиц, Фридланд, а что вы делали? То-то, то-то, то-то. Вы были моим противником. Достойно. Час он разговаривает с Чернышевым. Видимо, Чернышев был гением коммуникации, особенно с начальниками. Понравился он Наполеону. Вроде и не льстил, и не дерзил. Вел себя достойно. Наполеон стал его довольно часто приглашать, потом отправляет с письмом обратно к Александру и делает приписки. Пожалуйста, впредь посылайте ко мне этого молодого человека. Отлично. Начинает туда-сюда ездить через Европу. Петербург, Париж, Петербург, Париж, Вена, Вена, Петербург.
рассматривает, записывает, интересуется, пишет докладные, что там интересного и полезного может быть для России, для русской армии. Такая добровольная инициативная разведка. Это все читают в военном министерстве, это читают, возможно, попадает и к Александру вместе с его рапортами. Это запоминается. Разведка, конечно, в то время уже была. И агенты были у Российской империи серьезные, и политические, и платные, самых разных уровней. Самым прославленным русским агентом влияния был Толейран, конечно. Толейран, или, как правильнее сказать, его высочество светлейший князь и владетельный герцог, великий камергер двора, вице-электор Французской империи Шарль Марис Толейран Перегор. При всех режимах, при директории, при Наполеоне и после Наполеона непотопляемый министр иностранных дел, как у нас в России, кто был, помните, с СССР? От Ильича до Ильича прожил без паралича. Да-да. При всех. И вот Толейран за деньги. У него, конечно, были и идейные соображения. Он считал себя намного умнее Наполеона и всех предыдущих своих начальников, естественно. Ему казалось, что Наполеон зарывается, и надо его притормозить. Все изменники, они ищут оправдания моральные. Вот у Толейрана были оправдания. Он хотел остановить Наполеона в его бессмысленной и ненужной, как он потом позже писал, для Франции экспансии. Поэтому он сливал секретную информацию политическую и Александру, и, кстати сказать, австрийскому императору в Вену тоже. Из тех брал деньги. Шла шифропереписка между посольством, которое получало сведения от Толейрана, и Петербургом. В депешах посольства соблюдались правила конспирации. Все было зашифровано. Коды, все как положено. Но если даже расшифровать, узнать эти коды, перекупить шифровальщика, то что бы прочитали в этих письмах французская тайная полиция? Мы помним, да, что было две полиции у Наполеона. Он тоже, кстати, придавал большое внимание разведке и контрразведке. У него было официальное министерство полиции Фуше, а была секретная полиция Савари, типа КГБ, среди функций которой было следить за официальной полицией. А были еще отдельные агенты, которые следили за секретной полицией и докладывали Наполеону напрямую. Так вот, если бы они расшифровали донесение нашего посольства по поводу информации, получаемой от Толейрана, они бы прочитали следующее. Наполеон, это Терентий Петрович, он передал своей Наташе. Наташа – это министр полиции Фуше как раз. Посол Куракин Андрюша, глава нашего МИДа, к которому направлялись, сначала в МИД, потом императору. Глава МИДа Румянцев тетя Аврора. Глава МИДа Франции племянник Серж. Ниссельроде, сотрудник посольства, тогда будущий министр иностранных дел, Кисельвроде, помните, Ниссельроде. Он был на связи, он был, как считается, даже приложил руку к вербовке Толейрана, вполне возможно. Это Ниссельроде такой был маленький и невзрачный, но почему-то именовался танцор в переписке. Сам Толейран Анна Ивановна, или наш книгопродавец, или наш библиотекарь. Ситуация во Франции – английское земледелие или любовные шашни Бутягина. Бутягин какой-то был сотрудник посольства. В общем, племяннику Сержу пишет Терентий Иванович, ситуация тяжелая, плодородие убывает во Франции, а секретарь наш пустился в разгул любовный. Вот пойди, догадайся. Толейран был интересным человеком. Коллекционировал он, конечно, не книги, хоть и числился у нас библиотекарем, коллекционировал деньги. Известно его выражение, что главное качество денег – это количество. Изменить – это предвидеть. Помним гараж, да? Как там Гафт говорит. Неподкупная моя, вовремя предать – это не предать, это предвидеть. В оригинале фраза приписывается Толейрану. Как-то Толейран даже отправил Александру Первому письмо прямо в стиле ревизора гоголевского. Государь, я весьма поиздержался. Поэтому не могли бы вы меня выручить? И было бы очень хорошо, если бы своему верному корреспонденту и слуге дали небольшую спонсорскую помощь. И сразу указывалось 1,5 миллиона франков золотом. Для понимания, предыдущий размер спонсорской помощи, который получил Толейран за какой-то отрезок работы существенный, был 40 тысяч франков. То есть он тут поднял ставки сразу в 30 раз. Причем так совершенно бесстыдно он еще расписывал, что деньги надо перевести в этот банк, который корреспондируется с моим банком, где у меня есть секретный счет, там мы все договоримся. Прямо, как говорится, с платежки, номера счетов, все указывалось. Как наш Александр поступил? Гений дипломатии был. Он писал, что
рассмотрев вашу просьбу о пожертвовании и всю эту финансовую схему, вы знаете, при всем уважении, мы не можем на это пойти, потому что очень за вас беспокоимся. Схема настолько прозрачна, все это обязательно всплывет, а я боюсь за вашу безопасность. Вот до меня доходит случай, что к вам начинают относиться с большим подозрением тот самый Фуше, Савари и иные, и я просто боюсь вас подставить. Вежливо отказался. Но на самом деле подозрения были. Постоянно на Толерана стучали. Наполеон как-то испытывал к нему избыточное доверие, но, видимо, человек был эффективный. Помним эту известную историю, когда, получив очередные какие-то донесения о неверности Толерана, Наполеон публично при людях, при подчиненных, как бы сейчас сказали, стал орать. Вы не человек, вы грязь в шелковых чулках. Ну, там не грязь было, другое слово, более грубое. Пойдите вон, видеть вас не хочу. Все остолбенели. Толеран поклонился, вышел, а все слушают. И на выходе так сказал про себя, но все слышали. Как жаль, что такой великий человек так дурно воспитан. И пошел дальше. Толеран – это стратегическая разведка, политическая. Это настроение в обществе, планы Бонапарта, разговоры. Всякой армии нужна конкретная информация. Пароли, явки, адреса, чертежи, карты, ведомости, штатное расписание. Потому что война приближается. То для получения этой специфической военной информации специально впервые наш военный министр Барклай де Толли создает, как бы сейчас сказали, аналог главного разведуправления. Военная разведка внутри военного министерства. Очень маленькая была поначалу. Называлась особенная канцелярия. Эта особенная канцелярия до такой степени была засекречена, что потом впоследствии ни один из имевших к ней отношения ни разу в мемуарах даже не упоминал про нее, равно как и Барклай не упоминал. Это был сверхсекретный орган, очень маленький. Состоял он всего-навсего из 3 секретарей, одного начальника, офицера-аналитика и 7 агентов. Но каждый агент на вес золота. Это агенты были кадровые офицеры. Они военные, они не политики, не сотрудники посольства. Они понимали военную службу, понимали, что надо разведывать. Сначала было их 6, потом, говорят, Александр I лично предложил 7-го, нашего как раз, Чернышова. Чернышов агент стал 007. Это был 7-й сотрудник, 7-й резидент особенной канцелярии. Они направились в разные европейские столицы и возглавили там разведывательные резидентуры. Кстати, интересно, что все разных национальностей. Чернышов русский, да, но там были прибалтийский немец, какой-то шотландец, австрийский немец, голландец. Все на русской службе, им было так легче адаптироваться в этом обществе. Помимо этого была, естественно, разведка в армии. Тактическая разведка. Это само собой. Это было всегда. При каждом армейском штабе, дивизионном штабе обязательно офицеры разведки, которые засылают агентов. Ну, агенты какие? Торговцы. Какой-нибудь там еврей, торговец куда-то идет, на самом деле подсматривает, записывает, потом возвращается, маркетантка какая-то. Все потом докладывает. Это тактическая разведка. Те, кто переходят через границу, смотрят, гражданские. Анализируют, потом направляют отчеты. Чернышова направили в главную столицу, непосредственно в логово врага. Ну, враг его прекрасно знал и хорошо к нему относился, Наполеон. Его направили в Париж. В непонятной функции личный представитель императора Александра при дворе императора с неопределенным функционалом, вроде как при посольстве, но не сотрудник посольства. То есть вроде бы как военный атташе, но не военный атташе. Ну, он человек обеспечен, может себе позволить жить в Париже, выполняя какие-то задания. Наполеон рад его видеть. Наполеон его приглашает на обеды, на охоту. Он входит весь в высший свет французский сразу же. Очаровательный молодой человек, 26 лет, уже полковник, в боевых орденах, принят при дворе, умеет поддержать разговор, всем нравится. Ну, плюс ко всему статный, красавец, копна вьющихся черных волос, обеспеченный холостяк. Слывет любимцем женщин. То есть наш Джеймс Бонд, по слухам, всех французских знатных женщин соблазнил. Были у него сестра Наполеона Полина, его любовница якобы. Вторая сестра Каролина, по совместительству жена Мюрата, неаполитанского короля, тоже якобы любовница Чернышова. Ну, никаких доказательств этому нет, естественно. Это все светские сплетни.
Известно только то, что он действительно был храбрецом и очень прославился в Париже в самом начале своего пребывания, когда, как у Маршака, про пожар, помните, ищет пожарные, ищет милиция, знак ГТО на груди у него. Вот такая же история. Большой дом, дворец австрийского посланника. Там бал, сотни гостей по случаю венчания императора французов Наполеона Бонапарта с австрийской принцессой Марией Луизой. Мы помним с вами, да, что у Бонапарта не складывалась личная жизнь, тяжело было. Он сначала был обручен с одной девушкой, потом ее бросил. Девушка вышла замуж, тоже неплохо, правда, после этого. Вышла замуж за Бернадотта, маршала. Это важно потом для мировой политики. Она была обижена на Бонапарта. И я думаю, что каждый вечер эту обиду ретранслировала своему мужу Бернадотту. Запомним это. Значит, девушку он бросил, с которой был обручен, потому что влюбился в молодую вдову Жозефину Багарне. Давайте я здесь напишу, потому что тут будет много имен, чтобы мы не запутались. Жозефина – вдова генерала Багарне. Багарне – революционный генерал, которому не повезло, которого обвинили якобинцы в заговоре против республики и на гильотине казнили. Правда, через 3 дня после этого арестовали и вскоре казнили самого Робеспьера. То есть он 3 дня не дожил до того счастливого момента, когда его могли отпустить. И вот молодая вдова, у нее 2 детей. Эжен, он же Евгений, и Гортензия. Эжен Евгений Багарне впоследствии станет одним из лучших полководцев Наполеона. Пройдет сквозь всю Европу, всю Россию, много раз будет ранен. И помним мы эту замечательную легенду про Евгения Багарне, про то, как якобы здесь под Москвой, в Звенигороде, он спал в Савво-Сторожевском монастыре, а солдаты что делали? Грабили окрестности и монастырь. И явился ему во сне наш святой Савва Сторожевский и на каком-то языке сказал, чтобы он прекратил это мародерство, и если он все вернет, что расхитили его солдаты, и не тронет монастырь и город, то он будет его защищать. И с той поры, еще несколько лет войны, ни одной царапины у Евгения Багарне не было. А потом еще сын Багарне Максимилиан, он рассказал эту легенду, якобы рассказанную его отцом. Сын Багарне Максимилиан женится на дочери императора Николая I, переедет в Россию, и все их дети будут потом на русской службе до революции. Вот такая интересная судьба. Так семья Наполеона породнилась с семьей Романовых. Интересным образом. Приличный был человек, возглавлял Академию художеств у нас. К сожалению, умер от туберкулеза рано. Гортензия. Наполеон всех своих пристраивал. Пасынков, падчериц, он такой был, видимо, неплохим семьянином или политиком. Гортензия вышла замуж за брата Наполеона. У него была большая семья, тех, кто умер во младенчестве, я перечислять не буду. А доживших до зрелого возраста Бонапартов было 8. 4 брата. Люсьен, глава Совета 500, что-то типа парламента. Этот Совет 500 потом очень поспособствует приходу к власти Наполеона. Далее Жозеф, король Испании. Луи, или Людовик, король Голландии. Потом, правда, на каком-то этапе Наполеон надоел, и он аннексировал Голландию и просто включил ее в состав Франции. Вот он, Луи, он и женат на Гортензии. А их сын Наполеон III. Там интереснейшая судьба. Избран был президентом Франции. Это первый президент в истории Франции. А потом очень как-то из президента трансформировался в императора Франции. Он с нами воевал в Крымскую войну. И последний брат Жером, король Вестфалии. Вестфалия – это часть Германии. Приличная часть Германии. Одно из германских марионеточных государств, как бы сейчас сказали. Нас Жерома называли генерал Ерема, потому что он тоже был в войске в войну 812 года против нас. Итак, 4 брата и 3 сестры. Элиза, Полина и любимая, как считалась, сестра младшая. Все любят младших сестер. Каролина, жена Мюрата. Соответственно, королева неаполитанская. Примерно половина Италии королева, меньше половины. По слухам, уж Полина точно на 100%.
а Каролина 50/50, были близкой связью Александра Чернышова, не могли перед ним устоять. Так как Наполеона нет детей с Жозефиной, в чудовищном фильме Ридли Скотта все это подробно описано, посмотрите, придете в ужас сами, а ему нужен наследник официально. Поэтому он делает сначала предложение сестре Александра I, сначала Екатерине. Александр говорит, ну, знаете, так говорить нельзя. Она уже обручена. Конечно, было неправда. Ее тут быстренько выдали замуж. Потом он делает предложение младшей сестре Александра I, следующей, которая никак не могла быть обручена, потому что ей 13 лет, Анне. Но тут Александр говорит, ну, надо сначала подождать, давайте подождем, годик-два. 2 года прождал Наполеон. В конце концов, ему отказали, мол, матушка против. Александр написал, вы знаете, я командую в империи всем и вся, кроме собственной семьи. В моей семье всем командует матушка. Матушка против, не хочет, чтобы юная ее Аня выходила замуж за императора французов. Вот против ничего не могу сделать. Конечно, Романовы лицемерили, конечно, они считали Наполеона выскочкой, неровней. Плюс, наверное, играли какие-то политические соображения. Но, как мы понимаем, Наполеон был оскорблен страшно двойным отказом. И в итоге женился на том, кто отказать ему не мог. И не мог ему отказать австрийский император, потому что войска Наполеона стояли где-то там рядом, около Вены в этот момент. Австрийский император был разбит Наполеоном многократно перед этим. Сохранил формальный суверенитет, став союзником. Поэтому Мария Луиза выходит замуж за Наполеона, австрийская принцесса. Вот их сын, это единственный законный сын Наполеона, там у него были еще незаконные дети, вот их сын, тот самый Наполеон II. В его пользу дважды отрекался Наполеон. Он не отрекался от трона, он отрекался каждый раз в пользу сына. Но союзники, естественно, никого близко Наполеона II не допускали никуда. Он жил в Австрии, тоже умер молодым, якобы от чехотки. Говорят, просто отравили. Потому что сын Наполеона очень опасен. В общем, «Игра престолов». Поэтому оскорбленный Наполеон женится на дочери австрийского императора. По этому поводу дается бал во дворце австрийского посланника. А дальше там же, понимаете, свечи настоящие. И много. Свечи, тюль, занавес. Неудачно открыли окно, сквозняк, кошкин дом. Все. Дикий пожар. Горят деревянные перекрытия. Горят, рушатся потолки. Задыхаются люди. Горят шелковые обои. Все же в дорогих гобеленах. Все это моментально горит. Не растерялся только один наш Александр. Он там вскочил на подоконник, собрал слуг, стал командовать. Эти направо, эти выход там пожарный. Выбивал двери. Лично вынес из огня 3 дам. Причем каких дам? В интернете самые разные фигурируют имена. Но наиболее достоверно считается, что он вытащил из огня жену маршала Нея, жену друга Наполеона Дюрока и жену сенатора Багарне, как мы понимаем по фамилии, близкого родственника Жозефины. И тоже таким образом бывшего родственника императора. Обгоревший не сильно, герой, все к нему приходят поблагодарить, воздать долг благодарности, приезжают. Популярнейший герой французских газет, и даже парфюмеры выпускают одеколон, который называется «Eau de Чернышов». Итак, любимец женщины, герой, близкий человек к Наполеону, принят во всех лучших домах, ловелас, прожигатель жизни. Все время, каждый вечер он где-то на балах, обеды, ужины. Идеальное прикрытие для руководителя военной резидентуры, разведки. А ночью Чернышов, не знаем, когда он спал, а ночью он садится и пишет отчеты. Или вместе с помощниками переписывает какие-то секретные документы. Ксерокс-фотографий тогда не было. Все надо было переписать и успеть вернуть, пока не обнаружили пропажу. Что удалось раздобыть Чернышову за недолгое время руководителя военной резидентуры у главного союзника и будущего врага императора французов. У него была большая сеть агентов, платных и политических. Часть была завербована до него, и он перехватил этих агентов. Часть он сам завербовал. Мы их даже ни количества, ни имен точно не знаем. Все это было весьма и весьма засекречено. А он много чего успел за это время. Купил, попросту говоря, все, что можно было купить. Все военные секреты. Умудрился снять копии с топографических карт большинства французских крепостей.
окрестности, укрепления. Чернышов отслеживает издание наставлений для офицеров французской армии. Все публикации по военному искусству, все посылает в Петербург. Отправил в Россию инструкцию для офицеров-артиллеристов сухопутных войск, инструкцию для офицеров полков легкой кавалерии, а также засекреченную книгу для выпускников инженерной академии. Украл 2 образца новых ружейных замков системы «Липаж», а также секрет последней версии пороха. Отправил в Петербург. У них там была развита транспортная служба, а также специальная система скорой помощи. Чернышов лично каким-то образом проник в эти мастерские и перерисовал устройство новых французских повозок транспортных, а также специальных медицинских карет скорой помощи. Писал характеристики французских генералов. Такие довольно интересные психологические разработки. Вот Даву, маршал Франции, это я цитирую Чернышова. Человек грубый и жестокий, ненавидимый всеми, кто окружает Наполеона. Усердный сторонник поляков, большой враг России. Ему Наполеон более чем другим доверяет. Очень настойчив, упорен, сверх того умеет всех заставить себя повиноваться. Этот маршал имеет несчастье быть чрезвычайно близоруким. Но вот такие характеристики отправлял на весь генералитет французский. Но самое большое достижение Чернышова – это его агент в военном ведомстве, который регулярно передавал ведомость о составе расположения французских войск. Дело в том, что раз примерно в 2 недели готовилась специальная обширная бумага, которая использовалась для организации снабжения французской армии. Французская армия на своем пике почти 1 миллион человек. По тем временам громадная армия, немыслимая. Поэтому составляли специальные ведомости для снабжения, где расквартированы, какой численности, какие части. Все это был строжайший секрет, предназначался для Наполеона и руководителей военного министерства. Чернышов получал это раньше, чем Наполеон. Копировал, отправлял в Петербург. Поэтому, когда армия Бонапарта вторглась в Россию, то мы численность армии вторжения знали достаточно точно. Чернышов определил ее как 450 тысяч человек. Это была, собственно, основная армия. Потом еще отдельные части доходили. И некоторые историки оценивают до 600 размер армии вторжения. Но первый эшелон был 450 тысяч. А Наполеон не знал численности нашей армии. У него была ошибочная информация. Он ошибся в 1,5 раза. Самое главное, что Чернышов из всех этой информации, которую он собирал, анализировал, переписывал по ночам, отправлял в Петербург, он из этого делал главный политический вывод. Несмотря на все свои, казалось бы, взаимоуважительные отношения с Бонапартом, Бонапарт считал себя великим знатоком человеческих душ. Он говорил: да я всех вижу насквозь. Все понятно. Что вы мне докладываете, Савари, что Чернышов занимается агентурной работой? Да вы на него посмотрите. У него кроме женщин на уме ничего нет. Я с ним встречался недавно, опять все время разговоры только о любовных похождениях, о том, о сём. Какой он агент? Это благородный человек. Агенты – это вот эти вот, которые, это маркетанты, вот эти, жулики всякие. Вы ловите мелких клерков у себя в военном министерстве, которые допускают утечки. Их ловите. Что вы благородного человека подозреваете? В общем, он обаял Наполеона, но сам по поводу Наполеона совершенно не был обманут. И Чернышов все время писал, как Рихард Зорге: не верьте ни одному его слову. Он хочет напасть на Россию. Что бы он вам ни говорил, ни декларировал, ни обещал, конечная цель Наполеона – напасть на Россию и поставить нас на колени. Война непременно разразится. Непременно разразится в 2012 году. Предупреждал довольно точно. Конечно, это был не единственный источник информации для Барклая, но не ошибался. Чернышов также предсказал, что будет нападать 3 группами, не одним кулаком, 3 группами будет нападать Наполеон. Это было правильно. Он определил точно, где будет направление главного удара. Тоже об этом написал заранее. Причем хитрость была невеликая. Зная характер Бонапарта, он спрогнозировал, что где будет Бонапарт, там и будет главный удар. Самое интересное, что Наполеон в оставшиеся 2 точки отправил двойников. Но Чернышова обмануть не смог. Он сказал, что атака будет здесь, вот в этом месте. Ну и определил, как я сказал, численность ударной группировки. А также, прекрасно понимая психологию Наполеона, он понимал, какая будет тактика. И тоже об этом писал, укрепляя в своей убежденности, правильности тактики военного министра Барклая, ни в коем случае не делать того, что хочет Наполеон. Наполеон хочет большой приграничной битвы, сражения генерального сразу. Этого делать нельзя. Чернышов писал следующее, кавычки: в политике, так же, как и в военном искусстве, главное правило заключается в том, чтобы делать противное тому, чего желает противник. Так хочется, чтобы сегодня наши военные перечитывали это каждое утро. Делать противное тому,
чего желает противник. Про то же самое пишут всякие китайские трактаты в искусство войны. Это все одно и то же. Пойми, что хочет противник, и сделай наоборот. Поэтому Чернышев предлагал формировать резервные армии, самим отступать вглубь, при этом отступая, стягивать у нас же 2 армии, даже 3 было, их надо стягивать вместе. То есть все то, что делал Барклай, заранее предлагалось Чернышевым. А он, кстати сказать, эту ведь позицию не все разделяли. Я напомню вам, что, например, неплохой, талантливый, Наполеон считал его лучшим, генерал Багратион предлагал совершенно обратное. У него было очень много сторонников. Он предлагал позицию упреждающего удара, что поскольку война неизбежна, надо первыми нанести удар и на чужой территории, малой кровью разгромить Наполеона, пока он не собрал все свои силы. И это казалось довольно логичным. Мы знаем, что война начнется, Наполеон готовится. И мы, помните, Виктор Суворов «Ледокол» читали, да? Якобы Сталин тоже так планировал. Якобы. Неправда, конечно. Так планировал. Надо упреждающий удар нанести. Александр I, будучи прекрасным политиком, может, не очень хорошим полевым командиром, но прекрасным политиком, очень разумно от этого плана отказался, сказав следующее. Первое, самое интересное. Если мы послушаем Багратиона и его сторонников, мы потеряем преимущество жертвы. Звучит как, да? Второе. Перенеся боевые действия на территорию Пруссии и Австрии, мы будем вынуждены разорять их земли. Они являются непрочными союзниками Бонапарта. Но если мы начнем разорять их земли и имения, при этом будучи агрессором формально, то они так и останутся союзниками Бонапарта. Наша задача обратная – отколоть их от Бонапарта, что он потом и сделает. Александр был очень мудр в этом плане. Наконец, уже начало 712 года. Все понимают, чем занимается Чернышев. Он сам понимает, что его тут накроют не сегодня, так завтра. Наполеон, видимо, понимает это. Поэтому он формальным каким-то пользуется поводом и отсылает Чернышева якобы с очередным посланием к Александру. Не арестовывает его, потому что это большой скандал. Наполеону важнее пропагандистский эффект. Он отсылает Чернышева. И на следующий же день в особняке Чернышева обыск. Все переворачивают вверх дном. И агенты тайной полиции не находят ничего, груды пепла, сожженные документы. Но под ковром у камина письмо одного из агентов Чернышева. Чиновника военного ведомства, подписанное ММ. Там якобы по почерку еще как-то его обнаружили. Это был Марис Мишель. Его арестовывают, и он оказывается тем самым агентом, который передавал штатное расписание французской армии, ведомости по снабжению. Публичный скандал. Наполеон пишет, но не отсылает, правда, письмо Куракину. «Передайте Александру, что я глубоко оскорблен, так не поступают. Мы союзники, так поступают только с врагами во время войны. Использовали для шпионажа личного представителя, благородного сословия. Так вообще не принято, это нарушает все правила». В общем, Наполеон демонстрирует оскорбление, театральный гнев, пиар-скандал. Вот какие русские-то, понимаете? Якобы наши союзники, а прямо в сердце, под носом у императора, развернули шпионскую сеть. Как можно таким людям доверять? То есть Наполеону нужен повод для войны. Одновременно публикуется фейковое завещание Петра Великого, вытащили его откуда-то из пыльных сундуков, где якобы еще Петр Великий завещает своим потомкам завоевать всю Европу, вообще весь мир окрестный. Раскручивается вот эта истерия шпионская. В Париже Мариса Мишеля в мае, за месяц до вторжения, казнят на гильотине, измена родине. Хотя он объясняет, что это же наши союзники, я вроде как не наносил ущерба, делился информацией. Кстати, интересная информация, как Марис Мишель стал агентом. Сидел на лавочке в саду, читал какие-то бумаги свои, перебирал. Рядом подсел человек, искуситель, посмотрел через плечо. Как хочется сказать, сидел на лавочке на Патриарших, посмотрел. Сказал, какой у вас прекрасный почерк, молодой человек. Потрясающе, никогда такого не видел. Вы знаете, мне тут задание дали переписать к утру бумаги, а я сам пишу, как курица лапой. Точно начальник мне нагоняя влепит. Может, за деньги перепишите? Вашим почерком прекрасно будет.
Тот говорит, ну, а что не подзаработать, давайте. Дал ему какие-то никчемные бумаги, тот переписал, и потом гонорар за это 1000 франков. В 100 раз больше, чем платят за такую работу. Ух ты, как интересно. А еще надо что-то переписать. Может, что-нибудь перепишите то, что ваше, у вас по работе есть. Я приобрету. И вот так втянулся. Потом стал переписывать служебные документы, а потом ведомости снабжения армии. Подсевший был сотрудником русского посольства, как мы понимаем. Да? В общем, казнили этого Мишеля, бедолагу. Кстати сказать, когда публичная казнь была на гильотине, последняя во Франции. В конце 30-х годов 20 века, прямо перед войной. Потом решили больше не казнить публично, и дальше продолжали казнить на гильотине внутри тюрьмы. До 70-х годов. До тех пор, пока Совет Европы не принял мораторий на смертную казнь, во Франции казнили на гильотине. Кровожадная революционная традиция. Чернышов уехал с толстым портфелем, набитым разного рода секретными документами. Был еще Чернышов неплохим переговорщиком. Когда он был во Франции, получил секретное задание смотаться к одному обиженному маршалу. Точнее, обижен был не маршал, обижена была его жена. Маршала звали Бернадотт. Он вообще из ниоткуда, из грязи в князи. Сын юриста, не дворянин, пошел служить в армию, за 8 лет дослужился до сержанта, потому что в королевских войсках никакой карьеры нет. И тут революция. Понеслось. Социальная лестница. За 4 года он становится генералом из сержантов. Талантливый военный. Его карьера развивается параллельно с карьерой Бонапарта. Когда Бонапарт разгоняет директорию, в этот момент генерал Бернадотт военный министр Франции. Но он палец о палец не ударил, чтобы защитить директорию. Принял сторону Наполеона. Становится маршалом Франции. Воюет успешно. Но, отмечу, его карьера развивается параллельно карьере Наполеона. То есть он не его выдвиженец. Он сам по себе. Вот ему достается обманутая невеста Бонапарта в жены. И вот, когда в Швеции умер наследник престола неожиданно, а на престоле тяжело больной Карл XIII, шведский парламент, Риксдаг, принимает неординарное решение пригласить на престол иностранца. Ну, как у нас было в смутное время. Сына Сигизмунда, королевича Владислава. Ну, в этом был свой политический резон. Во-первых, с Францией будут хорошие отношения. Во-вторых, маршал Бернадотт на тот момент очень популярная фигура, потому что он разбил шведов и очень гуманно отнесся к шведским пленным. Он очень популярен в Швеции. И приглашают Бернадотта. Ну, то, что он революционный солдат, якобинец, и на груди у него татуировка «Смерть королям», это мы оставим за кадром. Некоторые это отрицают, говорят, что не было там такого. Там было очень деликатно написано у будущего шведского короля «Да здравствует республика». Они приглашают его наследником престола, по сути, правящим принцем. Он станет шведским королем Карлом XIV, меняет имя, Карл Юхан XIV, и меняет веру, лютеранином становится. Париж стоит обедни, мы помним. Но Наполеон-то убежден, что это просто его как губернатор. Что он скажет, то и будет делать Бернадотт со всей шведской армией. Но не тут-то было. Психологию Наполеон чувствовал плохо. Бернадотт себя ничем обязанным Наполеона не считает. А жена каждый вечер, наверное. Там-то тебя обижал, помнишь, дорогой? Вот там он тебя унижал, а мог бы тебя приблизить. Без тебя бы никогда в жизни бы директорию не разогнал бы, если бы ты бросил войска. И хорошо знавший Бернадотта наш герой Александр Чернышов отправляется с секретной миссией в Стокгольм. Личное послание, устное от Александра императора. Там целая история. Сериалы можно снимать. Можно снять целый сезон только по поводу его миссии в Стокгольм. Корабль терпит крушение. Зима, декабрь, по-моему, лед. По льду Финского залива он идет пешком, метель. Полыньи чуть не проваливается. Ну, добрался, наконец, до Стокгольма. Несколько бесед с глазу на глаз с Бернадоттом. Умеет. Заканчивается это тем, что когда начинается война с Россией, то совершенно неожиданно для Наполеона Бернадотт принимает нашу сторону. И впоследствии во время заграничного похода воевал за коалицию, за Российскую империю. То есть принял, как бы сейчас сказали, правильную сторону. С тех пор, вот уже 200 с лишним лет, прямые потомки Бернадотта на шведском троне по сей день. Я думаю, что Бернадотт бы не поддержал вступление в НАТО Швеции. Он был значительно более умным политиком. Тоже, кстати, разменивались, договаривались. Вы не думаете, что так просто обаял его
Чернышов? Нет. Специфика момента заключается в том, что Россия только что отняла у Швеции и Финляндию. И, по идее, Швеция должна быть разобижена. Но это Швеция должна быть разобижена, а не Бернадотт. Он к этому никакого отношения не имеет. Это не он потерпел поражение, а предыдущее правительство. Наоборот, ему обещают Норвегию в качестве компенсации. Норвегия на тот момент часть Дании. Поэтому говорят, если будешь за нас, получишь Норвегию. А если будешь за Бонапарта, как обычно, ничего не получишь. Наполеон все припишет себе, все заслуги. Поэтому в интересах твоей родины новой расширить королевство, получить Норвегию. А тебя, может быть, мы вообще рассмотрим на должность короля Франции. Бернадотт так проникся Чернышову, что попросил его передать 2 личных письма. Одно Наполеону, а второе сестре Наполеона Полине. Вот той самой, которая на 100%, да? Это, естественно, как истинный джентльмен, полковник Чернышов сказал, что передаст все в строжайшем секрете. Письма вскрыл аккуратно, на огне, как полагается разведчику, аккуратненько переписал, запечатал и копии отправил Александру. 12-й год. Александр Чернышов служит адъютантом, мотается с донесениями императора к Кутузову, в другие армии. В чем незаменимость Александра Чернышова? Он может устно передавать распоряжение императора. То есть даже если попадется в плен, то при нем ничего нет. А ему все доверяют, все понимают, что это посланец самого. Ну а потом все-таки профессиональный военный, ему хочется воевать. Сколько можно уже дипкурьером работать. Поэтому он получает в командование большой кавалерийский отряд. Численность его была различная, но в среднем около 2000 сабель. Это казаки и легкая кавалерия. Вот тот самый полк кавалергардов, который атаковал под Аустерлицем, там 800 сабель было, а у Чернышова 2000. И он с этим отрядом идет по глубоким тылам. У нас вообще интересно шла ведь война. Была основная армия, а было очень много подвижных легких кавалерийских отрядов. Их называли партизанами, как Денис Давыдов. У Дениса Давыдова только был маленький отряд, у него было 200 сабель. И это называлось партизане. Действовать в тылу на коммуникациях, захватывать обозы, сжечь склады, захватывать пленных, атаковать отставшие части. Чернышов партизанил в глубоком тылу, в то время как боевые действия были еще где-то вокруг Москвы, только начала отступать Великая армия. Чернышов партизанил на территории Польши и Литвы. Представьте себе, тут вы читаете во французских пропагандистских листовках Наполеона, что я сижу в Кремле, все хорошо, и тут в город врываются казаки. Дискомфортно весьма. Партизанил очень успешно. Он даже натолкнулся и тут же атаковал французский отряд, который захватил в плен большого начальника, генерала Винсент-Героди. Его довольно подлым образом французы взяли в плен, потому что он прибыл парламентером в Москву, но его захватили и не отпустили. Наполеон проявил себя юристом и сказал: вы знаете, на вас не распространяется дипломатическая неприкосновенность, потому что вы австриец, а австрийцы мои союзники. Значит, вы предатель. Поэтому я вас арестую и расстреляю сейчас. Винсент-Героди говорит: какой австриец? 15 лет на русской службе. Нет, для меня вы предатель. Но, тем не менее, не расстрелял, отправил его в тыл, и там его наш Чернышов отбил, что, в общем, было большим успехом, потому что Винсент-Героди крупный военачальник и, собственно, руководитель партизанской части нашей армии. Во время заграничного похода кавалеристы Чернышова большим отрядом, иногда он становился даже больше, действует отдельно от основной армии, очень успешно. Во-первых, в авангарде он захватывает Берлин. Как его помним, дальний родственник, фельдмаршал Чернышов первый раз брал Берлин, а так получилось, что наш Чернышов второй раз брал Берлин в 813 году. Даже выпустили медаль немцы за освобождение Берлина, серебряную. Видите, написано: за освобождение Берлина от оккупантов. С одной стороны, там какая-то девушка с мечом, а с другой стороны, собственно, с пикой это Чернышов. Видите, написано Чернышов, освободитель. Получил Георгия третьей степени за освобождение Берлина. У него было много взятых городов, крепостей. Вообще, эта тактика летучих кавалерийских отрядов, очень мобильных, быстро передвигающихся, она была совершенно шоком для Наполеона. Он совершенно был не готов к такой военной тактике, когда у тебя в тылу на коммуникациях действуют целые крупные воинские подразделения, ты их поймать не можешь. А они берут крепости, причем иногда крепости за счет такой легкости передвижения берут, как тогда называли, в конном строю, почти врываясь в распахнутые ворота. Вот так в конном строю казаками Чернышова был взят город Кассель. Город мало кому что скажет, а тогда Кассель – это столица той самой Вестфалии, которой король целый брат Наполеона. И Жером, узнав о приближении отряда Чернышова, у страха глаза велики, бежит из Касселя, а наши врываются в него
и почти без боя захватывают столичный город, а Вестфалия, кому кажется, что-то маленькое, а на самом деле численность населения 2 миллиона человек. Численность населения России 30 миллионов человек на тот момент. Одним рейдом, одним отрядом Вестфалия выходит из войны сразу. Ну, естественно, тут же все переприсягают и все. Да, кстати, для понимания раскладов вообще военных, сейчас мы смотрим на карту и кажется, ну, Франция, Россия, Франция. Значит, на конец XVIII века расклады геополитические совсем другие. Россия, она, конечно, большая, точно карта ее там неизвестно где заканчивается, но население России где-то 27-28 миллионов человек. Коммуникации растянуты, и при том, что у нас огромная армия, но наша огромная армия никогда не была больше 400 тысяч. Эти 400 тысяч размазаны по карте. Франция, мало того, что это экономически самая развитая страна Европы, номер один. Ну, можно с Англией сравнивать. Но плюс к этому Франция население такое же, тоже под 30 миллионов. И армия у нее те же 400 тысяч, только сконцентрированные, собранные вместе. А Наполеон доводит численность армии вместе с союзниками до миллиона. До самой большой армии в истории. Поэтому Россия и Франция – это две самых великих державы европейских. Отстает сильно Англия. В Англии развитая промышленность, но армии нет практически, сухопутный флот. А население Англии 10 миллионов. При том, что Англия плюс берем Ирландия там и прочее. Третье государство не Англия на тот момент, а Австрия. Это 25 миллионов человек. Это мы понимаем, это Австрия, это часть современной Германии, Чехия, Словакия, Венгрия, часть Румынии. В общем, вплоть до Львова и Галиции. Это все Австрия, она очень большая и очень густонаселенная, поэтому это третья сила в Европе. И равная сила Англии, но лучшая в военном отношении, это Пруссия. Пруссия – это тоже 10 миллионов населения. Пруссия – часть Германии во главе со столицей Берлином. Часть существенная Польши. И Восточная Пруссия – это часть Польши и современной Калининградской области. Вот это все Пруссия, крупнейшее германское государство. 10 миллионов населения, но очень сильная армия. Еще со времен Фридриха Великого. Остальные германские государства маленькие. Они значения не имеют большого. Так же, как Италия, тоже разбросана. То есть, если к Франции присоединяется Австрия, Пруссия, герцогство Варшавское с большой армией, Италия вся под Наполеоном, Испания, то России противостоять одной ни по населению, ни по ресурсу, ни по экономике невозможно. Поэтому Александр говорил, что Бог спас Россию. Рационально мы не могли выиграть эту войну. Бог спас Россию. Конечно, Россию спас народ. Кстати, после взятия Касселя тоже ему хотели отлить уже не серебряную медаль, а золотую, потому что сразу восстановил идеальный порядок. И взятие Касселя, столицы Вестфалии, ознаменовалось полным отсутствием мародерства. Полным. Большая редкость по тем временам. Потому что казаки, они жили под ложным кормом, в основном не жалованием, долей в добыче. Но как-то вот решил Чернышов осторожно подойти к столице Вестфалии, потому что это наши будущие союзники, все перейдут на нашу сторону, естественно, вольются в нашу армию. Поэтому взял он только одну вещь себе демонстративно, показав всем в качестве военного трофея чернильницу Жерома Бонапарта, которой он подписывал свои указы. Теперь я буду подписывать. Эту чернильницу с пером забрал, она сейчас в Эрмитаже, можно посмотреть. В Париж вступает Чернышов уже не как дипкурьер, не как военный резидент, не как разведчик, как победитель. Потом мирная жизнь, рос в чинах. Очень любит Дону Чернышова. Дело в том, что за эти военные годы, пока он командовал летучим отрядом большим, в основном из казаков, он очень полюбил казаков. Он понял их характер. Что он сам кавалерист. Легко было с ними разговаривать. Но все-таки он аристократ. Но он понял характер казачества, он понял стиль, он понял дух казачества. И потом, когда его назначит Александр руководителем комитета Донского войска, он заведет на Дону такие порядки и таким образом впишет земли войска Донского в общеимперское устройство, что казачество станет из бунтарской силы, вечной проблемы, опорой трона. Это была сложная работа, очень деликатная. Она требовала и, с одной стороны, поддерживать бедное казачество, способствовать равному распределению земельных участков на Дону, потому что там были тоже богатые казаки, которые имели крепостных своих, батраков, и бедные казаки. А наш герой Чернышов лавировал, он делал опору на середняков.
Там средний надел земли у казака при Чернышове стал 30 гектаров на одного мужчину, на одного человека. Большие, богатые земли. Можно жить в мирное время. И так вплоть до революции 17 года и до гражданской войны Донское казачество – опора самодержавия, а не источник мятежей и восстания. Вообще он был хорошим переговорщиком не только в случае с Бернадотом, Наполеоном и казаками. Когда уже до Николая I дойдет очередная жалоба на Ермолова, потому что Ермолов перегибается своей жесткой политикой на Кавказе, он отправит разбираться Чернышова. Есть известная история про то, как Чернышов встречался по пути с старейшинами горских племен, обиженных, непокорных, которые еще не покорились. Договаривался с ними, спрашивал, в чем проблема. Удивлял их и искусством сам джигитовки, он же кавалерист, и владение шашкой, и даже умением танцевать лезгинку. Умел всем нравиться. Между прочим, уже генерал. Ну и будучи, конечно, таким вот Джеймсом Бондом, любимцем женщин и прочее, вот с личной жизнью не так все просто было, на самом деле, у Чернышова. Я там посмотрел с десяток фильмов в интернете, подготовленных разными телеканалами, телекомпаниями про любовные похождения Чернышова. Господи, что там только нету. Мне даже пересказывать неловко. То, что там напридумывали журналисты. Правда такова, что он долгое время неудачно пытался создать семью, мечтал о детях. И вот как часто бывает, таких ярких мужчин, женщины попадаются стервозные. Первая попалась жена ему княгиня Радзивилл. Вообще Радзивиллы самые богатые магнаты в Польше. Князь Радзивилл воевал за Наполеона против России, погиб. Княгиня его, видя такого молодого, приближенного к императору красавца, как она думала, очень богатого, очаровала. Женщина роковая, женились, хотя она была чуть ли не старше его и с детьми. Проходит какое-то время, видит она, что денег столько нету, и занят муж постоянно, хочется тусоваться. Подходит к императору и говорит: «Ваше Величество, а можно ли по русским законам развестись с мужем, если он ежедневно изводит свою жену?» Конечно, княгиня. Если муж так жестоко поступает, конечно, я дам развод. А у кого проблемы? Понимаете, мой муж ежедневно изводит меня скукой. В общем, не дожидаясь особо развода официального, она с любовником уехала в Париж, бросила Чернышова. Вторая жена умерла родами вместе с ребенком. Повезло только с третьей супругой Чернышова, совсем молоденькая девочка. Чернышову уже где-то 40, а ей 16. Ну вот повезло. Она вообще из старинного рода, из рода Никиты Зотова. Тот самый учитель Петра I. Она праправнучка прямая Никиты Зотова. Женился Чернышов в третий раз, как раз перед восстанием декабристов. Осенью 1825 года так получилось, что в медовый месяц оказался в Таганроге и был свидетелем кончины Александра I. Даже присутствовал при вскрытии тела Александра. Вскрытие было не очень удачное, потом бальзамировали, потом оно начало чернеть, пока из Таганрога везли в Петербург. Якобы так сильно обезобразилось, что приняли решение хоронить в закрытом запаянном гробу, никому не показывая, что, естественно, еще больше стало подогревать слухи о том, что царь не умер. Потом это все выльется в знаменитую легенду о старце Федоре Кузьмиче, много десятилетий жившем потом на Урале, потому что никто мертвого царя, кроме тех, кто присутствовал при вскрытии, не видел. Александр умер, ему уже 50 не было. Он абсолютно здоров, он даже не простужался никогда, вообще никогда не болел, что особенно странно. И вот если мы тут в теорию заговора с вами поиграем, то мы понимаем, что особо доверенный, личный курьер, адъютант, резидент Чернышов, который приказы главнокомандующим устно передает от имени государя, с большим опытом разведывательной работы и агентурной, наверное, был бы идеальным помощником императора для подобного рода таинственной мистификации, чтобы всех потом запутать. Есть над чем подумать сценаристам. Наследство вместе со своей молодой женой он получает имение Лыткарино. Лыткарино – это город небольшой, 60 тысяч, находится здесь неподалеку, за Люберцами. Там чудом сохранившийся музей. Усадьба эта по нынешним временам совсем не богатая. 1,5 этажа. Но, к счастью, при советской власти она сохранилась как музей дворянского быта.
а потом впоследствии стала музеем Зотовых и Чернышовых. Там очень интересная экспозиция, я всем рекомендую выбрать время, съездить, это недалеко. Там же он и похоронен, неподалеку в церкви. 6 детей было, 4 достигли зрелого возраста. Очень хотел наследника, но все время рождались девочки. Старшая дочь Елизавета, писаная красавица, даже Наталья Гончарова, жена Пушкина, признавала, что ей далеко до Елизаветы Чернышовой. Он ее учил как мальчика, как бывает часто. Она прекрасно ездила верхом, фехтовала, стреляла из пистолетов с 2 рук. В общем, такая храбрая сердцем. Вышла замуж за князя Борятинского. Это брат фельдмаршала Борятинского, который командовал нашими войсками на Кавказе и взял в плен Шамиля. Таким образом, поставив точку в Кавказской войне. К слову сказать, Борятинский однокурсник Лермонтова. Потом было еще 2 дочерей. Одна из них даже пережила революцию. Представляете, вот как времена переплетены. Я, кстати, обратил внимание, что она была очень поздним ребенком, родилась, когда уже за 60. Было нашему герою Чернышову, а супруге его, соответственно, за 40, или где-то около 40, довольно поздний ребенок. Она пережила революцию, умерла в Риме, в эмиграции. Род, к сожалению, пресекся по мужской линии, потому что единственный сын, тоже кавалергард, умер совсем молодым. Оставил внука, который был бездетным. Могилы были разорены в советские годы. Искали сокровища, рылись. Храм, естественно, разрушили, останки выкинули, сокровищ не нашли. Потом ходил какой-то бедолага, говорят, собирал в мешок кости Чернышовых и Зотовых. Где-то закопал. Где, мы не знаем. Память о Чернышове. Памяти особой нету, честно говоря, кроме вот музея в Лыткарино и памятника. Хороший памятник поставили Александру Чернышову. Он там выглядит так, как выглядел по окончании заграничных походов. То есть где-то ему здесь лет 30. Портрет кисти Джорджа Доу, с которого делали этот памятник, висит в галерее Зимнего дворца среди героев войны 812 года. Но ни слова о Чернышове, как о разведчике, естественно, никто никогда не говорил и не писал. Потому что это было как-то неловко и вроде как неблагородно обманывать Наполеона, пользуясь его доверием, развернув там такую агентурную сеть в Париже. Гордились военными подвигами, взятием Касселя, Берлина, боевыми наградами. Своей шпионской деятельностью гордиться тогда было как-то не принято. Вообще, эта история со шпионажем всплыла спустя 100 лет только после войны, когда в 1912 году во французской, главным образом во французской прессе, отмечали же 100-летие наполеоновских войн, и вот всплыла целая серия публикаций, таких разоблачительных, как бы сейчас сказали, журналистских расследований, о том, что в швейцарских банках, а также в одном французском банке, к тому моменту уже не существующем, по-моему, назывался он Банк де Франс, в нем обнаружены спустя 100 лет секретные счета Фуше и Толейрана. Фуше тоже, оказывается, сливал информацию, министр полиции, только не нам, судя по всему, австрийцам. Вот эти счета обнаружены, и что считаете, проходили все через русского резидента Чернышова. И вот тогда и пошли публикации о Чернышове, обольстителе, о том, как Чернышов по ночам, когда очередная его пассия, либо из семьи Бонапарта, либо какая-нибудь жена, находящегося далеко в заграничном походе маршала, изнеможденная засыпала, в этот момент Чернышов в ночной рубахе на цыпочках шел в кабинет и при свечи всю ночь работал дальше с документами. Вот эти все сюжеты стали описываться в бульварной литературе. Но факт-то в чем заключается? Факт в том, что мы все время говорим, мы только героизмом. А Европа, армия, Франция, гений военный, организация, система, вот даже скорая помощь у них была. Все продумано. А что у нас? Героизм до мороза. Не дубина народной войны и не партизаны, ничего бы у нас не получилось. Не так это все на самом деле. Наша армия была лучше организована, чем французская. Она лучше снабжалась, чем французская. Она была лучше экипирована, чем французская. У нее была гораздо лучшая разведка, как тактическая, так и стратегическая, как мы видим с вами, чем у французов. У нее была лучше налажена медицинская служба, больше процент был выживаемости раненых намного, чем во Франции. Поэтому мы победили, находясь в гораздо худших изначально условиях, потому что были умнее и организованнее. Вот что писал, кстати, академик Тарле в
вкрадчивый царедворец, абсолютно беспринципный карьерист, жестокий палач декабристов. Чернышов действительно играл большую роль во время следствия. Действительно, Бенкендорф был добрым следователем, Чернышов злым. Действительно, Чернышов жестко, без рук, уговорами выбивал и давил на участников заговора, требуя от них показаний. Известно, как он кричал на генерала Волконского: «Генерал, князь, постыдитесь, да у меня прапорщики больше показаний дают, чем вы тут запираетесь». Да, он присутствовал при казни декабристов. Во-первых, не было никакой народной традиции прощать оборвавшихся. Это все фэнтези просто. Неизвестно кем, когда придуманное. Никогда такого не было вообще. Как миленьких всех вешали по второму, если надо, и по четвертому разу. Во-вторых, Чернышов не командовал казнью, потому что казнью командовал военный губернатор Петербурга после убитого Милорадовича. Это был Павел Голенищев-Кутузов. Чернышов мог стоять и смотреть рядом. Все. По поводу тяжбы, что он хотел, так сказать, обречь на смерть своего невинного ни в чем дальнего родственника Захара и забрать его имущество. Ну, во-первых, Захар Чернышов был активным заговорщиком. Он случайно не был на площади Сенатской, потому что в этот момент находился в отпуске, как и многие другие. Приговор был, кстати, Захару Чернышову, это он уже в старости, видите, был не такой уж и суровый. У него было 2 года каторги, потом замененная на ссылку, потом он был отправлен на Кавказ, восстановился на Кавказе в дворянстве и в офицерском звании, а потом уже после амнистии 856 года ему вернули и графский титул, и все-все-все. 2 года ссылки каторги не самый жестокий приговор для активного сторонника свержения государя. Да, тяжбу за наследство наш Чернышов вел. Он ее при этом умудрился проиграть, поэтому, как мы с вами предполагаем, не сильно использовал административный ресурс. Тяжбу выиграл другой родственник. Ничего Чернышову не досталось. А то, что он усердно раскручивал декабристов и осуждал, потому что он верил в то, что он прав. Они мятежники и присяги изменили офицеры. Вышли с оружием против государя в центре Петербурга. Все. Понимаете, когда читаешь воспоминания Марии Волконской, как он там, посмеиваясь, горцевал и командовал повторным повешением, так и хочется сказать: а кто вам это рассказал? Это мог рассказать либо Бенкендорф, либо сам Чернышов. 5 повешенных вряд ли. По поводу его министерской косности и ружей, которые кирпичом не чистят. Вообще-то, пока Чернышов был военным министром, Россия последовательно победила в 4 войнах. Победоносная война с Персией, с большими территориальными приобретениями. Победоносная война с Турцией, с большими территориальными приобретениями. Победоносная война с восставшей Польшей, 1830 год. Победоносное подавление венгерского восстания 1948 года. Ну и, в общем-то, успешная война на Кавказе. Даже 4,5 войны. Россия – жандарм Европы. Россия на пике военной славы. Россия диктует свою волю всем. Где тут неэффективность военного министра, вы мне объясните? При этом параллельно проводится масса армейских реформ. И помимо УСов упрощается кардинально солдатское обмундирование. Вот, например, вот это вы видите, как уже выглядел наш солдат во время Крымской войны. Шинель, каска. Каски потом были не очень удобны, их заменили на такие фуражки без козырки. Оружие. Ружье образца 1848 года. Да, оно гладкоствольное. Прицельная дальность 200 метров. Но это современное ружье 848 года. Часть армии была вооружена ими, часть уже нарезным. Процесс перевооружения шел довольно медленно, потому что экономика не тянула. Это же война экономика. Экономика не тянула. Оно шло перевооружение, но не теми темпами, которые бы мы хотели. Но это современное ружье. Оно сделано по французскому образцу. За образец взято французское ружье 846 года с разницей в 2 года. То есть это вполне принятое в Европе вооружение. Учреждена при Чернышове военная академия. Открыты новые кадетские корпуса. Очень много. Военные госпиталя. Самое главное, сокращен срок службы с 25 лет при Чернышове до 15. Людей же провожали навсегда. Все как на смерть. 25 лет прожить и остаться в живых. Тебя забрили в рекруты в 20 лет, и вернешься ты в 45 несовременных тех лет. Или в 35, поверьте, это большая разница. Ты в 35 можешь еще вторую жизнь начать и добиться какого-то успеха. Солдаты ведь получали массу льгот потом. Там и пенсию, и земельный надел могли получить, и много всего.
Унификация оружия, горная артиллерия появилась при Чернышове, современные кремниевые замки. То есть проблема была, экономика отставала от Европы. И, конечно, Россия была совершенно не готова к войне в одиночестве против всей объединенной Европы. Мы думали воевать против Турции, а оказались в Крымскую войну против Турции, Сардинии, Англии и Франции. Впервые в истории они объединились вместе. И плюс еще на подходе австрийцы с Пруссией. Нигде, ни в одном документе, ни в одном письме Чернышов не пишет про преимущество, как там в энциклопедиях, рукопашной, шашки наголо, линейная тактика, атакуем колоннами, батальонами. Да нет, он даже в молодости воевал летучим кавалерийским отрядом по тылам. Никаких этих атак кавалергардами на пулеметы. Это не было никогда. Это все придуманные фантазии. Даже сильно не любящий Россию Астольф де Кюстин, когда посетил у нас, помните, Россию в 1739 году и написал соответствующую книгу, мегапопулярную по сей день, о состоянии дел в Российской империи, «Колосс на глиняных ногах». Даже он написал: Чернышов самый занятый министр, все время с раннего утра работает вместе с императором. Ну, по крайней мере, все время работает. Ушел он сам на пике карьеры, инсульт. Долго отпрашивался, лечился. В конце концов отпустили. За 2 года со всех должностей военных до начала Крымской войны. Поэтому уж к поражениям в Крыму вообще никакого отношения не имеет. Да и поражения-то условные, честно говоря. Оставили пол Севастополя, мы, собственно, все. В храме Христа Спасителя, где на досках мраморных упомянуты воинские части и имена наиболее отличившихся командиров, вот там имя Чернышова выбито 14 раз. Только в связи с войной 812 года и заграничными походами. Его портрет не только у нас в Зимнем дворце, но и в галерее в Виндзоре, в галерее Ватерлоо. Там всего 5 портретов русских командиров, самых прославленных военачальников. Из 5 один Александр император, плюс 4. Вот среди этих 4 наш герой Александр Чернышов. Его почитали англичане за одного из первых. К сожалению, не нашлось у нас своего Яна Флеминга, который бы написал историю разведчика Джеймса Бонда. Был бы у нас наш агент на службе Его Величества, государя-императора. Ну, может быть, когда-то найдется. Напишут книги, снимут кино хорошее. А так, я всегда говорю, что история – это тесное место и печальное свойство исторической памяти. Большинство гремевших когда-то имен уходят в небытие. Но когда начинаешь в любую тему погружаться глубже, вот, казалось бы, война 812 года, но все про нее, что можно знать, мы знаем. Все сказано, написано, снято и описано. Но как только начинаешь в какую-то тему погружаться, то всплывает такое количество невероятных судеб и приключений, что только удивляешься тому, какая у нас интересная история. Вот за это мы нашу историю, как я всегда говорю, и любим. А в заключение хочу прочитать вам выдержку из письма. Вот опубликованы, переведены из французского письма Чернышова, с которых предстает совсем другой Чернышов. Его же отец умер, воспитывала мама и старшие сестры. Вот у него самые теплые отношения с его старшей сестрой после смерти матери. Очень трогательная переписка. Тогда вообще же смс-ок не было. Поэтому люди умели писать, умели излагать мысли. И переписка очень много говорит о человеке. Вот что писал Чернышов своей сестре. «Здравствуй, моя добрейшая и прекрасная лентяйка. С тех пор, как я получил от тебя 6 строк, прошло уже 3 месяца. Я же, бедняга, отправляю тебе уже 3-е письмо, написанное после перемирия». Он сейчас с фронта пишет. «Надо признать, что на войне я был весьма удачлив. Все мои предприятия непременно имели успех, конечно. Я прилагал к этому дьявольские усилия, не давая отдыха ни себе, ни своим подчиненным. Но что доставляет мне самое большое удовольствие, так это привязанность и доверие моего полка, моих солдат. Надобно увидеть, чтобы это оценить. Есть и огорчения, мешающие мне быть счастливым. Это завистники всех мастей. Ох, каких гадостей писал о нем, например, Денис Давыдов. Ну, такой же партизан, как он. Ну, завидовал, наверное. Может, ссорились. Он говорил, не столько подвигов, сколько хвастовства у этого Чернышова. И вот он пишет. Эти завистники всех мастей. Следуя, однако, своим принципам, я стремлюсь ответить им тем, что стараюсь выполнять свое дело еще лучше. Вот такой он был. Александр
Чернышов. Спасибо вам.